цикл раны. Рана или насилие. Когда в качестве ребенка мы испытали оскорбление или подверглись жестокому обращению, мы входим в страх, боль, гнев, печаль, отчаяние, депрессию или любые другие эмоции, пронзившие нас в тот момент. Эти эмоции часто загоняются глубоко внутрь, подавляются и отсылаются в бессознательное, которое позже заставляет их отражаться в нашей жизни теми, кто окружает нас. Мы тоже можем притягивать в свою жизнь людей, чьи неизлеченные боли также отражаются им, нашим присутствием. Если мы начинаем смотреть на наши зеркала, как на подсказки, или другими словами, возможность доступа к нашему бессознательному плану, тогда мы в состоянии произвести изменения. Из-за боли, подавленной в детстве, уже позже я рассматривал отношения с людьми, в том числе и с женщинами, как таящие в себе опасность, и нечто такое, от чего необходимо уклоняться. Несмотря на то, что я отчаянно хотел любить и найти свою возлюбленную, мысль о тяжести восстановления сил, имевшим место в детстве, была слишком страшна. Поэтому я закончил манифестировать отношения, которые продлились недолго, и к тому же были очень непостоянны. В то время, я просто обвинил другого человека в ошибках, сказав, что она не та единственная, кто мне нужен. Фактически же дело обстояло таким образом, что я бессознательно манифестировал отношения, основанные на страхе. Если мы возьмемся рассматривать жизнь, исходя из точки зрения, что не существует никаких несчастных случаев, и каждый человек не является жертвой, и что жизнь — это творение собственного производства, творчества, то это даст нам много больше энергии, чтобы изменить любые условия существующей жизни. Позиция формулируется примерно так, что во мне есть подавленного, неотработанного, бессознательного, что позволило без моего сознательного участия привлечь в мою жизнь такие-то и такие-то события, малоприятные обстоятельства, жестокость, оскорбление, ненависть, вражду, отвержение конкретных людей, вызывающих у меня чувство нерезонанса и дискомфорта, но при этом являющихся лишь моим зеркальным отражением. Или же можно поставить вопрос иначе, что я подавляю в себе, и тем самым не осознаю в себе, моего бессознательного, что препятствует осуществлению моих грез и желаний так, как хотел бы я. К тому же, если принимать во внимание, что в настоящее время мы являем собой результат всех живших перед нами наших предков, и что наши предки совершали все мыслимое и немыслимое, то наши раны предстанут в качестве больших возможностей для самоизучения, самоанализа, развития и освобождения от кармы. Когда с нами что-то случается, это есть результат наследственной кармы, которая должна быть очищена. Но подобно детям мы этого не знаем, и в целом, чувствуем себя обессильными и неответственными за те вещи, которые совершают по отношению к нам другие люди. Когда подобное происходит, мы переводим свое внимание на то, чтобы обвинять и указывать пальцем на других, что, мол, они виноваты, и сделали все это мне. Тогда как, по сути, мы совершили все эти вещи с другими через наших предков. Привносимые в нашу жизнь боли и оскорбления — это возможность исцелиться для нас. Другая трудность состоит в том, что зачастую мы не помним многие из этих эмоциональных ран, спрессованных в наше подсознание, откуда далее они и разыгрываются в нашей жизни. Как взрослый человек, мы можем еще раз указать пальцем на другого, утверждая, что не виноваты, тогда как, фактически, более чем вероятно, что у нас есть собственные бессознательные раны, отраженные нам от других людей. Беря ответственность за зеркала вокруг нас, мы обретаем возможность видеть наше бессознательное более ясным образом. Это способность сознания, ибо жизнь постоянно отражает нам назад наше собственное «я». Когда мы это понимаем, принимаем,
наша жизнь становится большим приключением, а люди вокруг нас — нашими учителями.